Привет, друзья! Сегодня мы с вами погрузимся в одну из самых загадочных и провокационных тем, связанных с древней историей человечества. Что если великие пирамиды Гизы, в частности пирамида Хафры, это вовсе не гробницы фараонов, а часть грандиозной высокотехнологичной системы, созданной для выработки энергии? Да, звучит как фантастика, но за последние годы исследователи выдвинули новую теорию, которая заставляет нас переосмыслить все, что мы знаем о пирамидах. Эта теория объединяет находки радиоактивных материалов, сложные подземные лабиринты и гипотезы о высокоразвитой цивилизации, исчезнувшей в результате глобального катаклизма. Давайте разберемся, что к чему, и попробуем понять, действительно ли пирамиды скрывают от нас нечто большее, чем учебники истории. Начнем с того, что пирамиды Гизы – это не просто каменные гиганты, возвышающиеся над пустыней. Это архитектурные шедевры, которые до сих пор вызывают споры. Как древние египтяне, якобы используя лишь медные инструменты и веревки, смогли построить сооружение, где каждый блок весит тонны, а погрешность в выравнивании составляет доли миллиметра. Официальная наука говорит, что пирамиды строились как гробницы для фараонов. Но вот загвоздка. В пирамиде Хеопса, например, никогда не находили мумий или саркофагов, которые однозначно указывали бы на ее погребальное назначение. А что, если назначение пирамид было совсем другим? Недавние исследования, о которых пока мало говорят в мейнстримных СМИ, указывают на то, что пирамиды, особенно пирамида Хафры, могли быть частью энергетической системы. Эта идея впервые начала обсуждаться, когда в окрестностях Гизы и в мастабах, небольших гробницах рядом с пирамидами, были обнаружены следы радиоактивных материалов, включая уран. Да, вы не ослышались, уран. Это вещество, которое сегодня используется в ядерных реакторах, было найдено в древних камерах, возраст которых, по официальным данным, составляет тысячи лет. Но как такое возможно? Ведь ядерные технологии, по нашей версии истории, появились только в 20 веке. Исследователи, такие как инженер Кристофер Дан и геолог Роберт Шох, предположили, что пирамиды могли функционировать как своего рода древние реакторы или концентраторы энергии. Давайте попробуем разобрать эту теорию пошагово. Во-первых, структура пирамид. Внутри и под ними действительно существуют сложные системы туннелей, камер и шахт, многие из которых до сих пор не исследованы полностью. Например, под пирамидой Хафры есть подземные ходы, которые, по данным георадаров, уходят глубоко в землю. Некоторые из этих камер содержат следы воды, что натолкнуло ученых на мысль: а что, если вода использовалась как охлаждающий элемент, как в современных ядерных реакторах? Ведь вода – отличный проводник и теплообменник. Теперь давайте добавим сюда еще один любопытный факт. Пирамиды Гизы расположены с невероятной точностью относительно сторон света и даже созвездий, таких как пояс Ориона. Это наводит на мысль, что их расположение было не случайным, а частью какой-то глобальной системы. Некоторые исследователи, включая физиков, изучающих электромагнитные поля, заметили, что форма пирамид – это идеальная геометрическая структура для концентрации энергии. Есть гипотеза, что пирамиды могли собирать и усиливать электромагнитные волны, возможно, даже космического происхождения. А если вспомнить, что гранит, из которого сделаны внутренние камеры, обладает пьезоэлектрическими свойствами, то есть может генерировать электрический заряд при механическом воздействии, то идея об энергетической функции начинает казаться не такой уж безумной. Но вот вопрос. Если пирамиды действительно были энергетическими установками, то кто их построил? Официальная хронология относит строительство пирамид к эпохе Древнего Царства, примерно 2600-2500 годы до нашей эры. Но что, если они намного старше? Геолог Роберт Шох, изучая эрозию сфинкса, пришел к выводу, что следы водной эрозии на его поверхности указывают на возраст в 10-12 тысяч лет, когда в этом регионе шли сильные дожди. Если сфинкс такой старый, то и пирамиды, возможно, относятся к той же эпохе. Это открывает двери к гипотезе о существовании высокоразвитой цивилизации, которая исчезла в результате глобального катаклизма, например, того самого потопа, о котором говорят мифы разных народов. Теперь давайте поговорим о радиоактивности. Находки урана и других радиоактивных материалов в Гизе вызывают массу вопросов. Некоторые исследователи предполагают, что пирамиды могли быть частью сети, которая использовала ядерную энергию. Но как древние могли знать о таких технологиях?
Одна из самых смелых гипотез гласит, что эта цивилизация либо сама обладала продвинутыми знаниями, либо получила их извне. Да, я знаю, это звучит как теория о древних астронавтах, но давайте не будем отмахиваться. В текстах древних культур, таких как шумерские или индийские, есть упоминания о божественных машинах и огненных колесницах. Может, это просто метафоры, а может и нет. Однако не все так радужно. Исследователи, которые продвигают эти теории, сталкиваются с серьезным сопротивлением. Академическое сообщество часто отвергает подобные идеи, обвиняя их в псевдонауке. Но почему? Ведь наука должна быть открыта к новым гипотезам, особенно если они подкреплены находками. Некоторые исследователи считают, что дело в политике. Если признать, что пирамиды — это не просто гробницы, а остатки высокотехнологичной цивилизации, это перевернет всю историческую парадигму. Придется переписывать учебники, пересматривать бюджеты на исследования и, возможно, даже столкнуться с вопросами о том, почему эти знания были скрыты. А власти Египта, которые контролируют доступ к археологическим объектам, не спешат давать зеленый свет для масштабных раскопок. Например, подземные туннели под плато Гиза остаются закрытыми для большинства ученых. Что там скрывают? Может, ответы, которые изменят наше представление о прошлом? Теперь давайте подумаем о будущем. Если пирамиды действительно были частью энергетической системы, то что это значит для нас сегодня? Возможно, мы стоим на пороге великого открытия. Представьте, что мы сможем расшифровать технологии, которые позволяли древним генерировать чистую энергию или даже взаимодействовать с другими измерениями. Звучит как научная фантастика. Но ведь еще 100 лет назад никто не верил в возможность полетов в космос. Может быть, пирамиды — это не просто каменные памятники, а послание от наших предков, которое мы только начинаем понимать. И вот еще одна мысль, которая не дает мне покоя. Если пирамиды были частью глобальной сети, то где другие ее элементы? Возможно, Стоунхендж, пирамиды в Мексике или затонувшие структуры у берегов Японии — это звенья одной цепи. И если мы найдем способ их включить, что тогда? Откроем ли мы новые источники энергии или, наоборот, столкнемся с чем-то, к чему человечество еще не готово? В завершение хочу сказать, что пирамиды Гизы — это не просто загадка прошлого, но и вызов для нашего будущего. Они заставляют нас задавать вопросы, которые выходят за рамки привычного. Были ли они гробницами, энергетическими станциями? Или, может, чем-то еще более невероятным? Одно ясно. Их истинное предназначение до сих пор скрыто от нас. И, возможно, ответы ждут нас не в учебниках, а в тех самых подземных камерах, которые пока остаются за 7 печатями. Друзья, что вы думаете об этой теории? Верите ли вы, что пирамиды могли быть чем-то большим, чем гробницы? Пишите в комментариях, делитесь своими мыслями. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. Впереди нас ждет еще больше загадок и открытий. До встречи!